Представьте страну размером с Западную Европу. Территория, на которой свободно разместились бы Франция, Германия и Испания, вместе взятые. А теперь представьте, что во всей этой огромной стране живет меньше людей, чем в одном Санкт-Петербурге. Это Монголия. Монголию называют «страной вечного синего неба». Здесь 257 солнечных дней в году, больше, чем почти в любой точке планеты. Но за этим красивым прозвищем скрывается территория, которая веками выдавливала из себя людей. И делала это 5 способами одновременно. Первый способ самый очевидный, но именно он скрывает ловушку, в которую попадают все, кто смотрит на карту Монголии. Монголия – 18-я страна мира по площади, 1,5 миллиона квадратных километров земли, но население всего 3,5 миллиона человек. Примерно столько же живет в одном Екатеринбурге, с пригородами. Средняя плотность – 2 человека на квадратный километр. Самый низкий показатель среди всех независимых государств мира. Даже Австралия с ее бескрайними пустынями, даже Намибия с выжженным побережьем заселены плотнее. Но эта цифра – обманка. Столица Монголии, Улан-Батор, занимает лишь 0,3% территории, но здесь живет половина всего населения страны. Город размером с Барселону. Один единственный город. Если убрать столицу из расчетов, плотность населения на всей остальной территории Монголии падает до 1 человека на квадратный километр. Это в 3 раза пустыннее Австралии и вдвое пустее Лапландии, самого безлюдного региона Евросоюза за полярным кругом. Монголия – это город-государство, которое притворяется 18-й страной мира. Один город и 1,5 миллиона квадратных километров молчания вокруг. Но почему? Почему за 1000 лет люди так и не заселили эту землю? Чтобы понять это, нужно почувствовать, каково находиться на монгольском плато. Потому что эта территория ведет войну с человеком сразу на нескольких фронтах. Монголия расположена на огромном монгольском плато, в самом центре Евразии. Средняя высота – 1500 метров над уровнем моря, выше, чем большинство горнолыжных курортов Европы. Ближайший океан в 800 километрах, и путь к нему перекрыт горами со всех сторон. С юга влагу блокируют Гималаи, с запада – Алтай. Ветра с Тихого и Индийского океанов теряют всю воду, поднимаясь по склонам этих хребтов. К Монголии доходит только сухой воздух. Но отсутствие дождя – это лишь половина проблемы. Настоящий удар приходит с севера, и он приходит каждый год. Каждую осень над Сибирью формируется гигантская масса ледяного воздуха. Она холоднее, чем воздух над самим Северным Ледовитым океаном, потому что промерзшая тундра отдает тепло хуже арктического льда. Этот ледяной купол стекает вниз, на монгольское плато, и задерживается там на полгода, с сентября по апрель. Средняя температура в январе – -30, но внезапные прорывы арктического воздуха могут обрушить температуру до -50. За считанные часы все реки промерзают, мелкие – до самого дна. А летом та же земля прогревается до +40. Разброс – 90 градусов между сезонами. Ни один населенный регион планеты не испытывает таких температурных качелей. При этом Монголия – одна из самых солнечных стран мира. 257 ясных дней в году. Но солнце здесь не греет, оно слепит. Сухой воздух не удерживает тепло. И стоит солнцу скрыться за горизонтом, как температура падает камнем. На юге страны лежит пустыня Гоби, 6-я по размеру на планете. В некоторых ее районах дождь не выпадает годами. Результат этих условий поразителен. Лишь 0,4% территории Монголии пригодны для земледелия. 18-я страна мира по площади имеет меньше пахотной земли, чем Албания. Государство, которое в 54 раза меньше. Строить здесь цивилизацию, основанную на земледелии, было невозможно. Но люди нашли другой путь. И этот путь потребовал одного необычного ресурса – пустоты. Около трети населения Монголии до сих пор ведет кочевой образ жизни. Не как туристический аттракцион, как повседневную реальность. Почти 1 миллион человек в 21 веке живут так, как жили их предки во времена Чингисхана. Степь, покрытая травой, не годится для пшеницы, но идеально для скота. Лошади, яки, козы, овцы, верблюды – 5 видов животных, на которых построена вся кочевая экономика. Скот съедает траву за недели, и семья должна двигаться дальше. Летом – в открытые степи,
Зимой в горные долины, где хребты закрывают от ледяного ветра. Одна семья из 5 человек с 300 головами скота требует 15 квадратных километров пастбищ, площадь небольшого европейского города для одной семьи. 65% всей территории Монголии – пастбища. Расстояния между стоянками кочевников измеряются десятками километров. Это не заброшенность. Это единственный способ не убить землю, которая тебя кормит. Но кочевая жизнь на монгольском плато – это не романтика. Это ежедневная ставка на выживание. И иногда эту ставку проигрывают все. У монголов есть слово для самого страшного, что может случиться с кочевником – дзуд. Так называют зиму, когда засушливое лето не дало траве вырасти, а следом пришли экстремальные морозы и снегопады. Скот не может добраться до травы под толщей снега. Зимой 2009-го дзуд уничтожил более 8 миллионов голов скота по всей Монголии. Тысячи семей потеряли все – деньги, еду, дом, смысл жизни. Люди, жившие так же, как жили их предки веками, были вынуждены бросить степь и двинуться к единственному месту, где еще теплилась жизнь – Улан-Батору. На протяжении тысяч лет именно такие катастрофы выталкивали кочевников за пределы плато – в Россию, в Китай, в Персию, в Европу. Климатические удары на степи порождали великие нашествия кочевых народов, и последнее из этих нашествий создало империю, равной которой мир не видел ни до, ни после. Но именно эта империя и обрекла Монголию на пустоту. В XIII веке Чингисхан объединил племена монгольского плато и создал крупнейшую сухопутную империю в истории. От Кореи до Ирана, от Сибири до Польши. Монголы контролировали территорию, на которой жила четверть населения Земли. Но вот что никто обычно не упоминает. Эта империя забрала из Монголии ее людей. Самые способные воины, командиры, администраторы. Они уходили все дальше от родных степей, оседали в Китае, в Персии, в Средней Азии. Генофонд нации растекался по континенту. Когда империя рухнула, эти люди не вернулись, они стали частью других народов. Генетики подсчитали, что сегодня около 16 миллионов мужчин на планете несут ДНК Чингисхана, но почти никто из них не живет в Монголии. Потом пришли завоеватели, и они нанесли удар, от которого Монголия не оправилась до сих пор. Маньчжурская династия Цин захватила Монголию и включила ее в состав Китая. И здесь произошло нечто напоминающее трагедию коренных народов Америки. Монголы веками жили кочевой жизнью и никогда не сталкивались с болезнями густонаселенных городов. Когда ханьские солдаты продвинулись вглубь плато, они принесли с собой оспу. Монголы, лишенные иммунитета, гибли тысячами. При завоевании джунгарских монголов в 50-х годах XVIII века от 50 до 80% населения было уничтожено оспой, военными действиями и прямыми приказами императора. От 500 000 до 800 000 человек исчезли за несколько лет. Но даже это был не последний удар. Самый странный и, возможно, самый разрушительный удар по населению Монголии нанесла не армия, не болезнь, его нанесла религия, мирная религия. Маньчжурские правители активно продвигали тибетский буддизм среди монголов, и причина была цинично проста. Буддийские монахи давали обет безбрачия. Чем больше монголов уходило в монастыри, тем меньше рождалось потенциальных воинов. Религия стала оружием демографического контроля. Тибетская буддийская церковь постепенно сосредоточила в своих руках около 20% всего богатства страны. На суровых степях, где земля ничего не стоила, настоящей ценностью были скот, лошади и люди. Семьи отдавали сыновей в монастыри ради покровительства самой могущественной силы на плато. К началу XX века каждый третий мужчина в Монголии был монахом, давшим обет безбрачия. Результат оказался разрушительным. Население Монголии в XVIII веке составляло около 1 миллиона. К началу XX упало до 600 000. Страна потеряла почти половину людей за 2 века, и монашество было одной из главных причин. Остановить этот процесс смогла только сила, которая пришла с севера в XX веке. Но ее методы оказались не менее жестокими, чем сама проблема, а решения, которые она навязала, создали ловушку, в которой Монголия находится до сих пор.
В 1924 году Монголия стала вторым в мире социалистическим государством. Коммунисты первым делом уничтожили буддийскую церковь. К концу 30-х годов практически все монастыри были разрушены. Десятки тысяч монахов репрессированы. Во всей стране оставили один действующий монастырь, как витрину. Демографическая пружина разжалась. В 70-х годах средняя монгольская женщина рожала 7 детей. Население начало расти. Но Советский Союз создал другую проблему. Москва построила в Монголии одну дорогу, одну главную ось от советской границы, через Улан-Батор, к китайской границе. Вся инфраструктура, заводы, больницы, университеты сконцентрировалась вдоль этой линии. За ее пределами – ничего. Когда Советский Союз распался, Монголия разом потеряла 40% бюджета. Экономика обрушилась, рождаемость упала с 7,3 ребенка до 2,1 и больше не восстановилась. Но самый коварный удар ждал впереди. Он пришел не от армии, не от климата, не от религии. Он пришел из мира высокой моды. В 90-х годах мировой рынок кашемира взорвался. Монголия быстро стала вторым крупнейшим производителем кашемирового волокна на планете, обеспечивая 40% мирового рынка. Кочевники массово перешли с овец на коз, деньги потекли. Но козы уничтожают степь. Они обгрызают траву до корней. Их копыта разбивают верхний слой почвы. Ветер уносит то, что осталось. Пыльные бури стали чаще, а пустыня Гоби начала расползаться на север со скоростью 6-7 км в год. До 2000 года Монголия переживала около 20 экстремальных погодных событий в год. С тех пор это число удвоилось. Каждый год пригодной земли становится меньше, а людей, которых степь выталкивает к Улан-Батору, все больше. Казалось бы, решение очевидно – строить новые города, прокладывать дороги, расселять людей по территории. Но Монголия не может этого сделать, и причина буквально под ногами. Почти вся территория Монголии покрыта вечной мерзлотой. Зимой грунт промерзает до каменного состояния, летом верхний слой оттаивает, и почва проседает. Все, что построено на этой земле, начинает разрушаться. Фундаменты проседают, стены трескаются, дороги идут волнами, трубопроводы лопаются, взлетные полосы деформируются. С 1940 года средняя температура в Монголии выросла почти на 2 градуса. Мерзлота тает быстрее, содержание инфраструктуры дорожает. Строительство новой теряет смысл без постоянных и дорогих ремонтов. Это невидимая стена. Даже если люди захотят расселиться по территории, земля под ними буквально плывет. Монголия не может урбанизироваться. И не из-за нехватки денег или желания, а из-за физики. Так что же мы имеем? Страна, зажатая между двумя крупнейшими державами мира, с территорией, которая активно выдавливает из себя людей, и с историей, которая методично уничтожала тех, кто пытался здесь остаться. Сегодня в Монголии живут 3,5 миллиона человек, но по другую сторону южной границы, в китайском регионе Внутренняя Монголия, живет 5 миллионов этнических монголов, больше, чем в самой Монголии. Из-за веков ханьской колонизации они составляют лишь 17% населения собственного региона, остальные – этнические китайцы. Монголия формально независима, но 98% топлива она импортирует из России, а 90% экспорта – уголь, медь, золото, кашемир – уходит в Китай. Положение Монголии иногда описывают одной фразой – «жить в одной пещере» с медведем и драконом. 1,5 миллиона человек в столице задыхаются от смога. Каждая юрта отапливается углем, и зимой Улан-Батор обгоняет по загрязнению воздуха Дели и Пекин, а в 100 километрах от города начинается пространство, где можно ехать часами и не встретить ни одного человека. 3,5 миллиона человек на территории, которая могла бы вместить 100 миллионов. Но горы не станут ниже, мерзлота не перестанет плыть, пустыня не перестанет расти. В начале этого видео я назвал Монголию страной вечного синего неба. 257 солнечных дней в году. Кажется, что это подарок. Но на самом деле это приговор. Ясное небо означает сухой воздух. Сухой воздух означает отсутствие дождя. Отсутствие дождя означает, что здесь невозможно вырастить почти ничего. А значит, невозможно построить цивилизацию.
Монголия пуста не потому, что от нее отвернулись люди, а потому что сама земля здесь требует только одного – движения. Двигаться вслед за травой, вслед за ветром, вслед за временами года. Не строить, не оседать, не задерживаться. Мир давно стал тесным и шумным, но Монголия продолжает хранить молчание на своих 1,5 миллионах квадратных километров. Как последнее напоминание о том, что на Земле остались места, которые так и не покорились человеку. Если вам было интересно узнать, что скрывает самая пустая страна на планете, подпишитесь на канал и не пропустите следующее погружение.